Петербург обладает уникальным свойством, неким магнетизмом, которому особенно подвержены дети, родившиеся в этом городе. Не избежал этого магнетического притяжения и Владимир Владимирович Набоков. Петербуржец по рождению, он родился в этом особняке, рядом с которым мы находимся, и прожил в нем немного в масштабах человеческой жизни, всего 18 лет, до 1917 года. В автобиографическом романе «Другие берега», который Набоков написал спустя 50 лет после расставания с домом, он воскресил обстановку, в которой он рос. Этот розовый гранитный особняк Набоков называл единственным в мире домом. И это действительно так, потому что у писателя и у его семьи никогда больше не будет своего дома. Большую часть жизни Набоков проведет в гостиницах, съемных комнатах. В первом этаже дома находилась библиотека. Эта библиотека была необычной, не только потому, что она была очень большой, и, как вспоминает Набоков, ее стены были выставлены, уставлены книгами, находившимися на больших тяжелых дубовых полках. В этой библиотеке был еще на нашем языке спортивный зал, потому что отец писателя держал себя в хорошей спортивной форме, и к нему приходили учителя фехтования и бокса. И поэтому в одной части библиотеки располагались кожаные кресла, а рядом с ними 4 штанги, которые поддерживали полку с висевшей на ней боксерской грушей. В эту библиотеку маленький мальчик заглядывал по утрам перед тем, как отправиться на уроки, и, вдохновленный работой отца, отправлялся учиться. Со страниц автобиографической прозы Набокова выплывают дома и автомобили, пролетки, сады и парки. Вот промелькнула Караванная улица, прошелестел Таврический сад, призывно замигали огоньки кинотеатров «Паризиана» и «Пикадилли». Октябрьская революция заставила семью Набоковых сначала перебраться в Крым, а в 1919 году эмигрировать. Больше в России Набоков не был никогда. Но это не значит, что Набоков забыл о родном городе. Разлученный с ним, колкий, едкий, иногда очень острый и язвительный писатель в своих лирических поэмах о Петербурге становится нежным, тонким, очень эмоциональным. И дело, наверное, в том, что этот город живет в его воспоминаниях. И забыть его невозможно, как нельзя забыть материнской любви, ее рук, да и своей первой любви забыть невозможно. В Петербурге Набокова, таком тонком и нежном, таком прозрачном и в то же время реальном, нет болезненной изломанности Мандельштама, этой истонченности плоти города, как нет и социальных контрастов, удушающей желтизны, какую мы видим в стихах Блока и Анинского. Нет социальных контрастов Гоголя и Достоевского. У Набокова есть 2 поэмы о Петербурге с общим названием «Петербург». Первая из них написана в 1921 году, а вторая через 2 года, в 1923. Поэмы, конечно, имеют черты сходства, поскольку они об одном и том же, о городе, который уже исчез, которого никогда не будет, но в то же время они очень различаются по интонации. Боль, острая, нетерпимая, рвется со страниц первой поэмы. Дело в конфликте между настоящим, из которого Набоков смотрит на свой город, и прошлым, которое уже невозможно вернуть. Именно поэтому антитеза «прошлое» и «настоящее» оказывается главной, основной в поэме. Первая строка поэмы «Так вот он, прежний чародей» сразу же заставляет нас содрогнуться. Чародей уже не существует, и анафора «теперь» врывается в поэму как удар молота. Город исчезает, испаряется, истончается и перестает существовать.
прекрасные, стройные, строгие виды, о которых писал еще Пушкин, сменяются покосившимися домами, убогими, унылыми, и яркие краски сменяются красками грустными, печальными, трагическими. Город выцветает, жизнь уходит из него. В первых двух строфах Набоков оплакивает его и венчает вторую строфу образ ямы, могилы. И в этой могиле Петербург. В третьей и пятой строфах прошлое на время вытесняет настоящее. В своих воспоминаниях лирический герой отправляется во времена света и радости. И свет заливает третью строфу поэмы. Яркие, сочные краски охра, малиновый, голубой заливают пространство поэмы. Заметим, что это цвета, которые мы часто встречаем на русских иконах, сочные, настоящие. В этом городе легко душе, она вся излучает радость. Даже в мертвенной красочности вывесок Набоков видит признаки жизни. Это не те кренделя булочные, которые чуть золотятся в балладе Блока «Незнакомка», пытаясь выдать себя за нечто большее. Нет, эти вывески – жизнь города. И в этой жизни растворяется Петербург. Но поэт продолжает свое путешествие, и даже в букве «Ять» он видит символ жизни. Отмененная большевиками, эта буква сравнивается Набоковым с маленькой церквушкой, церковкой, одноглавой, деревянной, покосившейся, но в ней живет Бог, в ней живет дух, душа народа. И букву «Ять», и Бога отменили большевики, и это не может не вызывать гнева поэта. Ему дорого русское слово, и без него он чувствует себя одиноким. Но он продолжает прогулку по городу, пытаясь запомнить, сохранить в своей памяти приметы жизни. Он видит их во всем, и значимость обретает каждая деталь, то, на что никогда в жизни мы бы не обратили внимания. И венчает эту прогулку образ мальчика, который идет с клеткой чижика. Мы вспоминаем пушкинские строки о обычае милой старины, о том, как выпустят птицу на волю в вербное воскресенье. И здесь прошлое отступает. Мы приближаемся к настоящему, к тому времени, когда любимый город вдруг исчезает, умирает, словно сбывается страшное пророчество «месту быть пусту». Сбывается совершенно странным образом. Город есть, но его нет, потому что из него ушла душа, из него ушла жизнь. И стихия весны, ломка льда на Неве идет параллельно с русской революцией. Весна 17-го года, последняя весна Петербурга. Буря взрывает тишину. Искусственная жизнь вытесняет естественную, а народ пьянеет от свободы. И крамольная Нева, которая так напоминает нам Неву из «Медного всадника», отступает, вмельчает по сравнению с этой стихией разгулявшейся свободы. В шестой строфе в поэме появляется образ вождя народа Владимира Ильича Ленина, один из самых саркастических портретов вождя мирового пролетариата. Безумец, каторжник, мечтатель, поклонник розовых свобод, картавый плут, чревовещатель, захлебывался бритый шут. Настоящее побеждает. И финальные строфы – признание о том, как трудно в этом мире без родины тоскующему поэту. И рассудок, пытающийся убедить мечты, победить ностальгию, передать нам, что, возможно, город воскреснет. И эта уверенность
есть у Набокова, и в то же время он признается в том, что прошлого вернуть невозможно. И России, которую он любил, города, в котором он вырос, не будет уже никогда. Завершается поэма риторическим обращением к жизни, в котором поэт пытается найти какой-то выход, заменить настоящее сверкающими воспоминаниями детства. В финале личный голос автора превращается в голос поколения, обреченного до конца жизни блуждать по свету без родины. И хотя есть надежда на возрождение города, на возвращение его к нормальной жизни, Набоков заканчивает поэму ностальгической фразой: «И только прошлого, родного, мы никогда уж не найдем».